Всем здравствуйте, меня зовут Анна, я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». И сегодня мы с вами посмотрим такую тему, кто к вам сейчас идет. Это бывший ваш партнер, или которого вы знаете, или это новый человек, которого вы еще не знаете. Ну, наверное, пока все. Там по ходу дела еще разберемся. Я вас благодарю за ваши лайки и подписки, мне очень приятно. И ваша обратная связь, она меня просто мотивирует еще что-нибудь новенькое придумать, записать. И мне всегда это очень нравится, что-то новенькое придумать и записать, чего нету на YouTube. Во-первых, это делает и мой канал уникальным, и я думаю, что вам тоже интересно, судя по вашей обратной связи в комментариях. Что ж, давайте посмотрим, какой человек к вам идет. Отлично. Никакой. Шучу, конечно. Сейчас будем разбираться. Мне вся картина нужна. А здесь скорее о том, что вы уже никакого и не ждете. Начнем с этого. Не то, что никакой, вы никакого не ждете. Вы разочаровались в том, что у вас вообще могут быть какие-либо шансы. И даже можете кого-то и на подлете. То есть даже когда к вам кто-то пытается прорваться, Вселенная пытается вам дать какой-то шанс, а вы активно даже сопротивляетесь. Так, почему? Вы засиделись в каких-то негативных мыслях о себе, об отношениях. Вам нужно, как сказать, это все обновить, убрать, очистить, обчистить из ваших недр души. И вас этот негатив, он сковывает. С чего мы начали? С того, что вы уже не надеетесь. Не надеетесь вы именно потому, что был какой-то негативный опыт, про тройку, в котором, скорее всего, выбрали не вас, хотя вы здесь могли быть измены, здесь могло быть предательство, вообще, в принципе, могла быть какая-то, вы человека любили, а он вас не выбрал, да, то есть как-то, возможно, и общался, и проявлял какой-то интерес, но выбрал не вас, и вы себя чувствуете очень сильно обесцененным или обесцененной. Вы, как своя самооценка у вас пострадала, ваши чувства были обесценены, да, то есть, что кто-то лучше, чем вы, ну, это ваши выводы, которые вы сделали, да, что вы как будто бы недостаточно хороши, вы недостаточно любили, возможно, даже себя обвиняли в том, что надо было делать больше, надо было любить больше, нашей любви хватило бы на двоих, и вот это вот вся интересная штука. Но по факту, по дьяволу, вы приняли чужую ответственность на себя. И вы, как говорится, и за себя, и за того парня. Это вот из темы того, что нашей любви хватит на двоих. То есть человек изначально, возможно, как-то не рассматривал какие-то свои причины, но вы всю вину взяли на себя за то, что у вас что-то не получилось. Вы на себя взяли больше, чем вы были ответственны, за что вы были ответственны. Простите, заговариваюсь, ну уж как есть. И
вам кажется, что у вас могло было бы быть все, вот могло бы получиться, если бы вы постарались еще сильнее, как говорится, веселее и громче, или как там вот в советском фильме вот это. Веселее надо говорить веселее, бодрее надо говорить бодрее. Вот ваша тема. Недостаточно вкладывались, недостаточно проявляли эмоций, чувств, надо было вот все еще больше, больше, больше. А на самом деле что? А что на самом деле? Что на самом деле было? На самом деле человеку не надо было. Неважно, женщина, мужчина, если вы женщина, то мужчине просто не надо было ничего из того, что вы хотели, да, и если вы хотели серьезных отношений, ему не нужны были эти серьезные отношения. Если вы мужчина, ну, соответственно, женщине не нужны были серьезные отношения с вами. Либо, как вариант, ей не нужны были легкие отношения с вами, поэтому как бы не сложилось. Ну, в зависимости от того, что вы предлагали. То, что вы предлагали, было не нужно, поэтому человек ушел. Так, это ваше прошлое. Сигнификатор. Назовем это так. И получается... Ну, я так предполагаю, что пока вот это все обиду, да, негодование, горечь, злость, вы это все пока не отпустите, у нас никого и не нарисуется, что ли? Давайте посмотрим. Так. Вся вот эта ваша ситуация была для того, чтобы, как бы это банально ни звучало, но все люди, которые нам встречаются, не все наши учителя, и эта ситуация была дала вам для того, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы сделали выводы про людей, про то, какие они бывают, про то, какие люди вам встречаются, какие сценарии бывают. Возможно, начали изучать отношения, психологию мужчин, женщин, вообще как строятся отношения. И, соответственно, чтобы вы стали сильнее, да, я об этом, по-моему, сказала, чтобы вы посредством этих новых знаний исцелили свое сердце. И тогда что? Отлично, 9 прям кубков. То есть вы посредством работы над собой, вы становитесь еще ресурснее. То есть, смотрите, мы начали с 9 мечей, вот она вот тут, а здесь 9 кубков. То есть это человек, у которого много всего, ему есть чем делиться, он наполнен на целых 9 кубков, то есть это уже практически десятка кубков, там уже вот семейная карта обычно. То есть это чтобы вы стали человеком, который готов к отношениям. Но тот, который не просто так ничего не отдаст. То есть он на это наработал. Там вот как раз справедливость была. Ой, не справедливость, а как ее? Да, справедливость на дне была. И просто так не отдам. Я посмотрю, что ты мне предлагаешь. То есть вот этому нужно было научиться не раздавать направо и налево. Я тебя люблю, поэтому вот тебе моя последняя рубашка. А нет, я посмотрю, а ты вообще кто, а ты что, а что ты предлагаешь. Это не о том, что вот прям закрыться и никому ничего не дам. Это о том, чтобы наблюдать. Это, как говорится, не давать больше, чем вы получаете. И смотреть, как человек реагирует на то, что вы даете. Дает ли вам в ответ.
насколько вообще человек адекватный, насколько, какие цели у человека. И если вам не дают в ответ, тогда... Ой, перевернутых мне не надо. Да, распознать, кто рядом с вами, научиться разбираться в людях, потому что люди разные, не все нам подходят, не всем подходим мы. А чаще всего как получается, что вот человек мне нравится, все, раз я его люблю, и вроде бы как и мне говорят, что он меня любит, и, либо она говорит, что любит, все у нас все сложится, просто потому что есть любовь, влечение и все остальное. Нет. Хотела другое слово сказать, но не буду. Это не гарантия того, что все сложится. И вас здесь учат как раз-таки разобраться в людях, какие люди бывают и что вам подходит, от чего нужно вовремя отказываться. Да, тогда идет императрица. Если для мальчиков, то вы встречаете свою императрицу, то есть человек, достойный вас, вы становитесь достойного человека, да, соответственно, мы притягиваем то, что есть в нас самих. И тогда что? Я бы здесь сказала так, что путь к бывшим вам заказан. Нет. Здесь новый человек будет. Скорее всего, в большинстве своем это кто-то новый, либо это человек обновленный, то есть он изменился. Но, знаете, я здесь не буду сову на глобус натягивать. Как ни крути, в 95% это новый человек. Я просто вытянула вот эту белую карту. Думаю, нет, надо какую-то карту вытянуть. Я вытягиваю вторую. Девочки, мальчики, это однозначно новый человек. Это тот, кого вы еще не знаете. Либо это та, кого вы не знаете. Карты не проведешь. Ой, прям отличный расклад. Мне нравится. Да. Так. Да, вы расцветаете, как солнышко яркое, цветочки мои хорошие, мальчики, девочки. Ну, новый человек, который не боится проявлять свои эмоции, но при этом он император. Либо вы становитесь императором, который не боится проявлять свои эмоции, и который находит свою императрицу. Она у нас там была чуть-чуть. А все непонятные люди с мышлением нищебродства духовного, так скажем, что с ними будут лежать где-то там далеко от вас. Не ваша тема, в общем, будет. Но здесь, девочки, мальчики, для тех, кто вот это вот с того, что мы начали, отработает. Если вы ничего не делаете, 10 лет смотрите расклады, и вам говорят, что вот-вот ваш император, ничего так не будет. Никакого движения не будет, только работа над собой приведет вас в трансформацию. И по справедливости. Что по справедливости? Вам дадут шанс, который вам очень-очень понравится. Причем на какие-то даже долгие годы. Вы себя будете чувствовать так, как никогда не чувствовали, в хорошем смысле слова. Это у нас что? Вас ждет нас что? Ну тут у нас на жадных, на тайных, на женатых, на всех на них башня. Все это в прошлом остается. И знания у нас побеждают.
апатию. Делаем выбор, мальчики и девочки, выбираем себя, свое обновление. Так, кто у меня тут перевернутый? Добавлять больше ничего не буду. Любим себя, прежде всего свои цели. Возвращаемся в баланс. Убираем зависимости и вперед по колесу фортуны. Меняем свою жизнь к лучшему. Однозначно это новый человек. Я вас благодарю за просмотр. Буду рада вашей обратной связи в комментариях. Вам не сложно, мне безумно приятно и полезно. Это помогает и мне понять, что вам интересно, и помогает каналу. Всем спасибо, кстати, за донаты, то, что вы присылаете. Все контакты, ссылки на плейлисты, проработки, в том числе бесплатные у меня есть. Все это тоже под видео всегда, там есть куча всякой информации. В общем, жду вас снова. Всем пока-пока.